Привет! Сегодня в видео я вам расскажу про довольно бюджетные фитнес-часы от компании Halo. Модель называется LS01. Возможно, вы уже смотрели про них другие обзоры, а возможно, это ваш первый ролик. В любом случае, хочу сказать сразу, что лично по моему мнению, часы однозначно достойны вашего внимания, хотя бы потому, что обладают очень неплохими функциями за свою небольшую стоимость. Конкретно у меня версия китайская, и пожалуй с этого я и начну. Приезжают часы, как ни удивительно, с китайским меню, и даже при установке приложения из Google Play Market, которое, к слову сказать, худо-бедно на русский переведено, русский язык вместе с ним не прилетает на часы. Заполучить его можно, лишь скачав модифицированное приложение с одного известного форума. Для вашего удобства в описании к этому видеоролику я оставлю ссылку для скачивания. Оно называется Halo Sport Mod, и это, пожалуй, самое первое, что вам нужно сделать после приобретения данного гаджета из Китая. Ну а теперь посмотрим, что же эти часы из себя представляют. Внешне и по своему размеру они очень похожи на Amazfit Bip. У них такой же прямоугольный корпус, выполненный из пластика, и имеется одна физическая кнопка на правом боковом торце. Отличие состоит лишь в том, что у Bip она сделана в виде коронки заводного механизма, а в Halo она просто прямоугольная. Кстати, она выполнена из металла и довольно тугая, случайно нажать ее будет очень проблематично. На нижнем торце корпуса по центру расположен датчик измерения пульса, а чуть выше от него контакты для зарядки. В комплекте с часами идет зарядный кабель небольшой длины с магнитным адаптером. К слову сказать, притягивается он довольно сильно, что непременно можно считать плюсом. Случайно слететь с зарядки часы не должны, если, конечно, вы их не будете трясти намеренно. Ремешок тут стандартный силиконовый с быстросъемными механизмами, ширина составляет 22 мм, а в местах крепления 18. Застежка выполнена из металла. На лицевой стороне часов расположен квадратный TFT-дисплей диагональю 1,3 дюйма и с разрешением 240 на 240 точек. Как вы, наверное, уже поняли, здесь не трансрефлективная матрица, как в Amazfit Bip, но тем не менее дисплей здесь яркий, имеется функция активации запястьем и работает она исправно, иногда даже более чем, особенно когда находишься за рулем. Сам экран в часах сенсорный, все управление осуществляется жестами, и лишь возврат на главный экран происходит по нажатию физической кнопки. При свайпе справа налево вызывается быстрое меню. Здесь можно включить или выключить функции постоянного мониторинга пульса и активацию экрана поворотом запястья, также включить поиск телефона и перейти в режим «Не беспокоить». Свайпом по главному экрану влево вызывается основное меню. Тут всего 8 пунктов. Первый — это вызов спортивных активностей, для выбора с часов доступно 8. Это прогулка, бег, велосипед, поход, скалолазание, силовая тренировка, велотренажер и беговая дорожка. Однако в приложении доступна еще одна активность — это йога. Ее можно добавить, заменив какую-то из тренировок в часах. Следующий пункт меню — это принудительное измерение пульса. Когда часы находятся на руке, пульс измеряется вполне корректно, но есть один момент. Вне руки они также могут измерять этот показатель у воздуха или же предметов. Отдельным пунктом меню вынесено так называемое упражнение релакс. Можно выбрать длительность 1 или 2 минуты, в течение которых нужно пытаться дышать равномерно, как подсказывают сами часы. Следующий пункт — будильник. Его можно устанавливать только из приложения. Выбрать дни недели, когда он будет вас будить, и добавить надпись, к примеру, на работу или же какую-то еще. Далее идет виджет управления музыкой. Эта функция многим придется по душе. Согласитесь, не во всех устройствах такого типа есть такая возможность. До чего далеко ходить, в тех же Amazfit Bip эта функция отсутствует. Но есть единственный нюанс. Выбрать, с каким плеером будут взаимодействовать часы по части мультимедиа, нужно в приложении. Либо это будет Яндекс.Музыка, Музыка ВКонтакте или же стандартный плеер смартфона. Выбрать можно только один источник. Стоит также отметить, что функция управления музыкой тут неполноценная. В ней отсутствует управление громкостью, можно только нажать плей-паузу или переключать треки. Двигаемся дальше, и следующий пункт меню — это таймер и секундомер. Они тут объединены одной иконкой. Тут, я думаю, пояснять ничего не нужно, работает все по классике. А вот следом за ними идет раздел настройки. Здесь все максимально упрощено. Первая строчка позволяет выбрать один из 5 циферблатов, следом идет выбор уровня яркости, их всего тут 3. Далее можно посмотреть версию приложения, и заключительная строчка позволит вам перезагрузить устройство. Ну и в последнем пункте главного меню можно посмотреть данные о тренировках. Следующий жест управления в часах — это свайп снизу вверх. По данному действию вызываются текущие показатели: количество пройденных шагов, километров, сожженных калорий и общая сводка.
Если же провести по главному экрану сверху вниз, то можно вызвать список уведомлений. Всего в памяти помещается 10 последних, что прилетели на ваш смартфон. Иконки приложений, приславших вам уведомления, отображаются корректно. Шрифт, конечно, не самый красивый в мире, но вполне читабельный. В приложении можно выбрать, какие получать уведомления. Список здесь не полный, но Telegram, Instagram, WhatsApp, Viber и VK тут присутствуют. Может быть, поддерживается что-то еще, чего у меня просто не установлено. Часы умеют мониторить сон, причем делают это довольно корректно, по крайней мере ночной. Днем я не сплю, так что проверить работу не имею возможности. Тем не менее, хочу отметить, что спать с этими часами на руке довольно удобно. Они относительно легкие и не создают дискомфорта во время сна. А вот любителей принимать душ и купаться с часами я, наверное, огорчу. Этот вариант, увы, им не подойдет. Halo LS01 имеет не самый высокий класс защиты – IP68. По времени автономной работы тут у меня следующая история. С часами я ходил 2 недели, так или иначе постоянно пользовался какими-то функциями, и за все это время они сели до 16%, после чего их поставил на зарядку. И вот с 16 до 100% они зарядились примерно за 1,5 часа. Вообще внутри установлен аккумулятор на 210 мАч, но часы соединяются со смартфоном по интерфейсу Bluetooth 4.2, что не является довольно энергоэффективным решением на сегодняшний день. Halo LS01, как я уже упоминал ранее, работает через фирменное приложение Halo Sport. Про основные его функции я уже плюс-минус рассказал, так что подробно останавливаться на самом приложении я не буду. По сути, это что-то примерно похожее на Mi Fit, только немного урезанное. При желании его можно с легкостью установить и ознакомиться, даже не имея часов на руках. Ну и подводя некий итог, могу сказать, что в целом часы мне понравились. Это неплохой вариант для тех, кому не нравится форм-фактор фитнес-браслета, а хочется именно часы. Разумеется, чего-то подобного на Алиэкспрессе полным-полно, но как показывает практика, за эти деньги в основном там продают простые электронные часы под видом фитнес или умных. Я не зря в ролике несколько раз сравнил Halo LS01 с Amazfit Bip. Это действительно неплохая альтернатива бипам, когда бюджет очень ограничен. Мне часы обошлись в 1700 рублей, и в принципе можно сказать, что это цена Mi Band 4, только тут уже совершенно другой форм-фактор. И к слову сказать, они не смотрятся на руке дешево или же как какая-то детская игрушка. Ну, по крайней мере, в темно-серой расцветке выглядят они хорошо. А теперь небольшая информация для тех, кто досмотрел ролик до этого момента и кто хочет получить эти часы бесплатно. Как вы, наверное, уже поняли, я их разыграю среди зрителей и подписчиков. Для участия необходимо поставить лайк под этим видео, подписаться на мой канал, сделать репост с этим видео в ВК на своей странице и в комментарии под роликом указать свой ID. И тут очень важно, что не нужно оставлять именно ссылку на ВК, так как YouTube может не пропустить ваш комментарий. В общем, это и есть все условия. Сделать, я думаю, это будет несложно, так что кому интересно, пожалуйста, участвуйте. А на сегодня это все, друзья, спасибо за просмотр. С вами, как всегда, был Влад, канал Blitzkey, обзоры техники. Всем всего хорошего и до новых встреч. Скоро увидимся. Всем пока.